Дорогие друзья, всем привет! Сегодня я хочу обсудить с вами такую тему, как эмоция страха и почему невыгодно бояться. И я думаю, что многие из вас уже знают, что страх — это одна из самых первобытных эмоций, которая на самом деле была нужна нам и до сих пор нужна нам для того, чтобы мы выживали. На самом деле эта эмоция страха, она защищает нас от смерти, да, она нужна нам для выживания. Но, хоть и она имеет такое классное позитивное, скажем так, намерение, да, то есть она имеет такой классный позитивный заряд, на самом деле эта эмоция, она и несет в себе очень много негативных каких-то аспектов, которые я хотела бы сегодня с вами обсудить, и, возможно, это поможет вам меньше бояться или каким-то образом избавиться от тех страхов, которые у вас есть, или, по крайней мере, сделать их немного слабее. И в первую очередь я хочу сказать о том, что эмоция страха, она на самом деле очень часто связана с будущим. То есть те люди, которые испытывают эмоцию страха, они чаще всего боятся того, что может произойти с ними в будущем, не в прошлом то, что произошло, потому что то, что произошло в прошлом, мы этого уже не можем бояться, это уже произошло. На данный момент мы тоже испытываем эмоцию страха только в той ситуации, если сейчас, в данный момент, конкретно мы боимся чего-то, что-то происходит с нами, чего мы очень сильно боимся. Но чаще всего эта эмоция присуща именно тогда нам, когда мы думаем о будущем, о чем-то, что произойдет с нами в будущем или о чем-то, что вообще будет в будущем. И таким образом получается, что вы сами же себя погружаете в это чувство, в эту эмоцию страха. И в итоге получается так, что ситуация еще не произошла, а вы уже боитесь, да, или я уже боюсь. В то время, когда мы чего-то боимся в будущем, если мы постоянно боимся того, что может произойти с нами в будущем, эмоция страха перерастает в постоянное чувство тревоги. Это эмоция страха, растянутая во времени. То есть все то время, пока в будущем между сейчас и тем, что в будущем произойдет что-то страшное, мы испытываем чувство тревоги. И таким образом мы очень сильно понижаем свой эмоциональный фон, мы спускаемся на эти негативные эмоции, и наш эмоциональный фон, наша энергетика понижается. И таким образом мы, кстати, привлекаем какие-то негативные ситуации в нашей жизни или те ситуации, которые постоянно поддерживают в нас чувство тревоги. И так как мы постоянно пребываем в чувстве тревоги, как я уже упомянула, да, у нас постоянно будут происходить из раза в раз какие-то негативные ситуации, которые нам дадут утвердиться в том, что вот таки да, стоит тревожиться, стоит бояться, вот опять получилось так, как я думала, и вот снова повторяется ситуация, и вот опять не повезло. Также я хочу упомянуть о том, что эмоция страха — это очень часто такая социальная эмоция, которая навязана нам другими людьми. Мы можем о чем-то прочитать, что будет страшно, или мы можем посмотреть какое-то видео или кино, в котором будет эта эмоция, и мы ее как бы приобретем, да, то есть либо нам может рассказать соседка какую-то историю, и мы испугаемся. Но нужно всегда помнить о том, что, да, карта не территория, то есть у каждого человека есть свое восприятие мира, и то, что будет страшно для одного человека, совершенно не будет страшным для другого. Но если ваша соседка смогла как-то эмоционально вовлечь вас, испугать, вы могли перенять эту эмоцию страха от нее и начать бояться тех ситуаций, которых боится она. Но вы помните о том всегда, что ваша соседка, да, в данном случае, она видит мир через какую-то свою призму. У нее есть свои какие-то установки, прошлый опыт, ограничивающие убеждения, и она смогла в тот момент, когда вы были, возможно, в трансе, или у вас какая-то сильная эмоциональная связь с этим человеком, вы переняли эту эмоцию страха, и теперь вы тоже боитесь того, что рассказала вам соседка, да, или что вы увидели в кино. Например, расскажу вам о своем страхе, который у меня был. Я боялась сломать зубы. И на самом деле я проделывала потом технику, которую я упоминала в одном из своих предыдущих видео, когда мы переделываем страхи в своих друзей, да, в своих помощников. Когда я проделывала эту технику, я вспомнила, что на самом деле у меня появился этот страх, когда я смотрела кино «Американская история X», и там одному из героев кино
сломали челюсть о бордюр. И в тот момент я настолько впечатлилась, что у меня появился этот страх, но я забыла, откуда он у меня появился. И только тогда, когда я начала работать с этим страхом осознанно и переписывать свои эмоции, свои ограничивающие какие-то мысли и установки на этот счет, я вспомнила, откуда взялся этот страх. И в тот момент, конечно же, он уже испарился, и он стал для меня смешным, потому что помним, друзья, что нами управляет то, что мы не осознаем. А в тот момент, когда мы осознали, у нас появляется контроль над ситуацией. Еще есть один фактор, почему очень невыгодно бояться, и это на самом деле такая вот пассивность, да, потому что в то время, пока мы сидим и боимся, какие-то другие люди, которые более смелые, активные и которые умеют совладать со своими страхами, они добиваются результатов в своей жизни. Они выходят замуж, они начинают бизнес, они проводят какие-то выступления, тренинги, они записывают видео, они путешествуют, рожают детей, знакомятся с людьми, они уже ведут публичные выступления и так далее, и так далее, и так далее. Все то, чего мы боимся, эти люди уже делают. Нужно понимать, что пока мы сидим на месте и боимся, мы пропускаем очень много возможностей в своей жизни. И на самом деле нужно научиться это осознавать, отлавливать себя в моменте и подумать, да, в какой-то момент, а действительно это страшно или нет, угрожает ли какая-то ситуация в моей жизни, связан ли этот страх с моим существованием, да, если этот страх связан с моим существованием, есть какая-то угроза в моей жизни, ну какая-то реальная угроза, то да, возможно, не стоит прыгать с горы без парашюта, да, бежать навстречу поезду и так далее. Но если есть какие-то такие вот страхи, которые навязаны социумом, такие как, например, боязнь публичного выступления очень часто бывает, боязнь заговорить с какими-то другими людьми, боязнь начать свой бизнес, боязнь уйти из отношений, страх потерять работу, страх увольнения и так далее, и так далее, и так далее. Все эти ситуации, они не угрожают нашей жизни реально, это всего лишь страхи, да, которые нужно просто на самом деле уметь преобразовать в своих друзей и двигаться вперед, потому что пока вы сидите на месте, какие-то другие люди достигают результатов, а вы просто просиживаете и остаетесь там, где вы были до этого. Ну и напоследок хочу сказать, что, конечно же, когда мы пребываем в страхе, мы пребываем в очень низком эмоциональном фоне. И это никак не помогает нам чувствовать себя лучше, это никак не помогает нам достигать каких-то результатов, да, получать желания, исполнение желаний, какие-то подарки судьбы, какие-то чудеса и так далее. Чудеса, подарки и результаты в жизни будут доступны для вас легко и быстро тогда, когда вы научитесь поднимать свой эмоциональный фон. И для этого нужно учиться испытывать другие эмоции, более такие позитивно заряженные, да, как радость, любовь и благодарность. И, конечно же, об этом я буду дальше рассказывать больше на своем канале. Для того, чтобы чудеса в вашей жизни случались, для того, чтобы вы получали больше результатов, удовольствия, достигали своих целей, двигались вперед, получали то, чего вы хотели, нужно учиться поднимать свой эмоциональный фон, испытывать такие эмоции, как радость, любопытство, интерес, любовь, благодарность и многие-многие другие интересные, позитивные, энергетически заряженные эмоции. И я, конечно же, буду больше рассказывать об этих эмоциях в своих последующих видео, я буду давать вам практики, медитации, мы будем вместе обсуждать их. Вот. А сегодня я благодарю вас за внимание, подписывайтесь на мой канал, я желаю вам хорошего дня. Всех целую и всем пока!